Щелкунчик, Золушка, Белоснежка, Алиса. Все классические сказки жили в мире, пока империя Диснея не начала войну. Войну, в которой многие были обречены на поражение. Марвел, Лукас Артс, а теперь еще и 20 век Фокс. Такими темпами скоро не останется компаний, способных выдержать конкуренцию с таким невероятным монстром. Впрочем, как это водится, спасение приходит оттуда, откуда его не ждешь. И на сей раз спасителя звали жадность. Жадность привела Дисней к идее проштамповать все свои культовые произведения в современном формате. Первой под удар попала бедняжка Алиса, оказавшаяся в стране чудес. У руля стоял Тим Бёртон, а потому народ схавал посредственную историю. Меня, к сожалению, это не удержало от того, чтобы выключить фильмец уже на 15-й минуте. Но корпорации было мало, и потому она изнасиловала Алису во второй раз, но на сей раз в Зазеркалье. Здесь народ уже окончательно возмутился, и корпорации пришлось искать новый расходный материал. Между тем, за 2 года до повторного изнасилования Алисы была жестоко истерзана Малефисента. Самый любимый злодей моего детства, побуждавший меня в 3-летнем возрасте кричать «Вперед, мои чары!», принял обличие Анджелины Джоли и получил настолько сумбурный сюжет, что я выключил фильм уже на 5-й минуте. В это же самое время во Франции выходит современное прочтение «Красавицы и чудовища». Фильм с довольно приличным бюджетом в 33 миллиона евро собирает всего 37, несмотря на мощный каст в лице Винсана Касселя и Леи Сейду. Это дает наводку корпорации Дисней. Новая жертва была выбрана. Поэтому, изнасиловав Золушку в 2015 году, мышиные штурмовики вышли на охоту. И вот в 2017 году выходит «Красавица и чудовище», которую разнесли в пух и прах очень многие критики. И чудовище здесь выглядит слишком няшно и ненатурально, или Фу начал открыто изображать свои гейские заскоки в отношении Гастона. Кошмар, который, однако, собрал больше $1 миллиарда. А все благодаря Эмми Уотсон. Она, между прочим, отказалась от главной роли в мюзикле «Ла Ла Ленд» ради этого фильма. Впрочем, оно и к лучшему. Эмма Стоун в итоге получила Оскар за свою роль. И вполне вероятно, если бы Эмма Уотсон в итоге согласилась, у нас получилась бы Гермиона, пытающаяся стать актрисой. О, какой кошмар. И вот, когда Империя совершила несколько жестоких преступлений, жадность подтолкнула студию к созданию своей версии легендарной новогодней сказки. Версия получила название «Щелкунчик и 4 королевства». Вдохновившись злодеянием другого рецидивиста Андрея Кончаловского, совершившего надругательство над сказкой в 2010 году, Микки Маус собрал топовый каст актеров и деятелей кинематографа, чтобы создать произведение, оглушительно провалившееся в прокате. Фильм снимался для детской аудитории, что часто приводит в оправдание глупостям и логическим дырам в фильме. Я бы так и не столкнулся с данным преступлением корпорации, если бы не 2 факта. Первое. Это первый фильм Маккензи Фой, за который я очень пристально наблюдаю, в котором она получает главную роль. Было интересно посмотреть, что получилось. Второе. Фильм основан на балете Петра Ильича Чайковского и изобилует отсылками, как музыкальными, так и сценическими, в отношении легендарного балета. А Чайковский — это мой соотечественник. Все это побудило меня внимательно ознакомиться с данным фильмом, тем более, что с появлением первых новостей я фантазировал, что было бы круто мне его снять. Я воображал массовые баталии между мышами и оловянными солдатиками, транспортные линии на елке посредством гирлянд. Интересно, что получилось у Лассе Хальстрома, снявшего фильм «Хатико», и Джо Джонстона, снявшего оригинальный фильм «Джуманджи». Как таким маститым режиссерам удалось допустить содеянное? Давайте посмотрим фильм. Фильм начинается с довольно классного пролета над улицами предновогоднего Лондона, снятого единым дублем. Можно было бы похвалить оператора Линуса Сангрена, между прочим, получившего Оскар за фильм «Ла Ла Ленд». Но
Это все полностью компьютерная графика. Далее мы перемещаемся в чердачное помещение, где главная героиня Клара Штальбаум в исполнении Маккензи Фой, в свое время получивший Сатурн за роль в Интерстелларе, показывает своему брату экспериментальный механизм по ловле мыши. От фильма прошло буквально 3,5 минуты, а у меня уже 2 вопроса. Первый. Почему в русском дубляже юных актрис всегда дублируют взрослые тетки? Причем забавный факт. В случае с компьютерными играми дети и подростки к озвучке привлекаются, и довольно часто. Тогда как в случае с кино, это почему-то скорее исключение из правил. У этого ролика будут английские субтитры, чтобы испытать удачу. Вдруг Маккензи Фой посмотрит этот ролик, он ей понравится, она мне напишет, и мы с ней попьем горячий кофе. Я это к чему? Англоговорящие зрители прекрасно знают, как звучит Маккензи в оригинале. Но для русскоговорящих зрителей я сейчас пущу 2 отрывка на разных языках для сравнения. Фриц, смотри внимательно. Тут нам нужна наука, механика и немного удачи. Сначала получим энергию. Тепло от свечки поднимает воздушный шар. Fritz, now be very still. This is how we'll do it. With science, mechanics, and a bit of luck. First, we've got energy. The heat from the candle will make the balloon rise. Голос Маккензи можно сравнить с голосом Эллен Пейдж ввиду его непостоянности. В определенные моменты ее голос напоминает голосок 12-летней девочки, тогда как в другие голос взрослой девушки, какой она и является. Ей 18. Однако это не повод нанимать взрослую 33-летнюю актрису на озвучку, которой в итоге приходится через силу смягчать голос, отчего кажется, что ты либо слышишь шушуканье матери с ребенком, либо голосок 8-летней девочки, всеми силами старающейся казаться взрослой. С первым вопросом разобрались. Второй. Почему они страдают такой херней? Неужели не было занятий поинтересней? Это был лихой 19 век. Мы развлекались, как могли. Ну тогда понятно. Мышь поймана, но результат аннулируется появлением афроамериканской прислужницы. Мне кажется, в интернете уже все обсосали толерантность головного мозга корпорации Disney, поэтому опустим этот момент. Это всего лишь чернокожая прислужница в лондонском доме 19 века. Мы мышку ловили. Да? Если поймаете, готовить не буду. Сплошные кости. Это был здешний юмор. Шучу, что шучу. Ну, порой даже в стендапах именитых комиков бывают слабые места. Может, потом юмор будет получше. Дом пребывает в хлопотах, а потому старшая сестра, я не знаю точно, это лишь мое предположение, радуется появлению младших отпрысков. Детям запрещено играть со спичками, а потому, когда брат Клары палит контору об эксперименте, он всю вину сваливает на сестру. Нам показывают молодую девушку, разбирающуюся в естественных науках. Нам показывают ее брата, который отсел на пару лет ее моложе и абсолютно ничего не понял из того, что она ему показала в рамках эксперимента с ловлей мыши. Я ни на что не намекаю, но мне кажется, что... Это какой-то заговор. Да, заговор феминисток. Разговор по поводу спичек так и не перерастает в краткосрочную мораль, а перетекает в гостиную, где уже наряжена елка. И тут, благодаря все тому же брату, мы выясняем, что в семье недавно случилась беда. Из жизни ушла мать семейства, и теперь семья раскалывается на 3 части. Есть отец, который горюет по супруге, но пытается жить дальше. Есть брат и сестра, которые вроде тоже горюют, но им на самом деле насрать. И есть Клара, которая горюет больше всех, и поэтому постоянно ссорится с семьей. Логично.
Не правда ли? Отец решает вручить подарки своим детям, но это не просто подарки, а подарки от мамы. Фриц получает оловянных солдатиков, старшая сестра получает поношенное маминое платье, тогда как Клара получает яйцо Фаберже. На фоне тоски по матери и бессовестного поведения брата у Клары происходит нервный срыв. И вы только посмотрите на беспокойность ее родственников. Ее нет! Из этого мы можем сделать вывод, что такие срывы – обыкновенное дело. Психованная девушка, увлекающаяся наукой. Маккензи, я, конечно, знал, что ты мечтаешь сыграть злодейскую роль, но я не думал, что ты выберешь такое. Отец все-таки проявляет попытку успокоить дочь, но делает это не путем поддержки, а путем напоминания о порядке. Приближается Рождество. Скоро семья поедет на бал, а значит необходимо взять себя в руки. В разговор встревает старшая сестра, успевшая надеть материнское платье, от вида которой у отца, по-видимому, случаются вьетнамские флешбеки. Да. Ну, на самом деле понятно, что это ему очень сильно напоминает усопшую супругу, и именно поэтому он так реагирует. Если бы были бы вьетнамские флешбеки, сюжет бы этого фильма был гораздо интересней. Ну да ладно, смотрим дальше. Кстати, это дотошный обзор будущего режиссера, поэтому хочу спросить, заметили ли вы меняющиеся руки Клары? Это всего лишь мелочь, но меня, как человека, любящего аристократические руки, немного задело. Между тем, старшая сестра тоже пытается успокоить Клару, хотя и делает это по просьбе отца. Ты на редкость умная, вся в маму. А по-моему, я поглупела. Так и есть. Ладно, Сумерки. Это было твое первое появление в массовом кино. Но потом же ведь шли Интерстеллар, Маленький принц, Джесси Стоун. Что тебя вынудило сняться в этом... Главная роль? Да это хрень, а не главная роль. Вот я бы тебе предложил... Ладно. Ладно. Это все мечты. Что там дальше? В реальном мире теперь все потеряло смысл. Согласен. Но ты всегда можешь написать мне, и смысл сразу появится. Между тем, Клара обнаруживает, что яйцо сделано не Карлом Фаберже, а Дрессельмейером. Вполне логично, что он может дать подсказку по поводу механизма работы данного яйца, а значит надо ехать на бал, который как раз им организовывается Дрессельмейером, не яйцом. Во время дороги Фриц вновь демонстрирует свое плохое поведение, а отец сообщает дочерям, что на балу он потанцует как со старшей, так и с младшей дочерью. Данный обряд обязателен, а потому у Клары есть наказ никуда не пропадать, чтобы не ставить отца в неловкое положение. А мне как быть? Ты о чем? Кто потанцует со мной? Это вновь был здешний юмор. Я даже посмеюсь. Ха-ха. Ха. Ахаха. Ахахаха. Все. Вот насколько тупо я сейчас выстебал юмор этого фильма, вот настолько же тупым он и является. К тому времени семейство Штальбаум приезжает в поместье Дрессельмейера, и нам демонстрируются чудеса английского стимпанка. Но этого создателям фильма мало, и они крупным планом показывают миниатюру собора Василия Блаженного и пускают фоном музыку Чайковского. И как это было в Англии 19 века, на каждом светском приеме вместе со всеми танцуют афроамериканцы. Или это уже афроангличане? Я живу в стране, где нет загонов с толерантностью, все относятся к людям в зависимости от их поведения, а не цвета кожи или половой принадлежности. Поэтому, дорогие англоговорящие зрители, просветите меня в комментариях. Во всем следуя наказу отца, Клара идет на поиски крестного. Наконец-то, сейчас нам представят самого загадочного персонажа истории о Щелкунчике. И это Морган Фриман.
Учитывая, что Морган Фриман постоянно все объясняет, это довольно логичное решение. Но вот есть одна проблема. Дрессельмейр по канону белый. Да. Кстати, в этот раз Игорь Старосельцев, исконно озвучивающий Моргана Фримана в русском дубляже, не стал привлекаться к проекту. Видимо, когда ему предложили участвовать, у него была такая реакция. Гребаные идиоты! А затем... Пожалуй, нет. Так что в этот раз Моргана Фримана озвучивает Николай Буров, который не привлекался к озвучке с 2002 года. По этой причине воспринимать Моргана Фримана в русском дубляже довольно непривычно. Далее следует сцена, в которой нам вновь демонстрируют интеллект главной героини, после чего, наконец-то, Морган Фриман делает то, что и всегда. Дает экспозицию. Давненько я не видел этой вещицы. Я это сделал для одной девочки. Она переехала ко мне, когда осталась сиротой в юном возрасте. Мама. Угу. Поначалу она почти не выходила из своей комнаты. Проводила дни и ночи напролет, зарывшись головой в книги. И что ты сделал? Оставил это у нее под дверью. И со временем она поверила в меня. Но что гораздо важнее, в себя. А теперь оно твое. Но она не оставила ключ. Ты скучаешь по маме. И я тоже. А уж о твоем отце и подумать страшно. Он думает лишь о внешних приличиях. Нет. Уверен, отцу точно так же больно, как и тебе. Помни, Клара, некоторые замки не просто открыть. И, боюсь, этот особенно коварный. Замок с секретом. На удивление, экспозиция ничего не объясняет. Более того, в конце нам сообщает, что впереди героиню ожидает что-то страшное. Да, я знаю, мой друг. Будет нелегко. Но это последнее желание ее мамы. Пригляди-ка за ней. Да. Наступает время раздачи подарков, которое происходит в форме следования за путеводной нитью. А значит, самое время поссориться с отцом. Клара! Где ты была? Мы тебя везде искали. У Дрессельмейера в мастерской пыталась... Я же просил не исчезать. Ты пропустила танец со мной. Папа, мне не до танцев сейчас. Почему? Клара, почему ты всегда думаешь только о себе? Это я должна у тебя спросить. Самое обидное, что в этой сцене в который раз демонстрируется талант Маккензи Фой отыгрывать драматичные роли. Она справлялась с этой задачей в «Интерстелларе», справляется и здесь. Но проблема в том, что в «Интерстелларе» у ее персонажа был длинный жизненный путь, из-за чего одного героя играло сразу 3 актрисы разной возрастной категории. Здесь же у Клары нет никакого жизненного пути, нет морального роста, только мрачное прошлое в виде потери матери. Однако Маккензи даже здесь умудряется демонстрировать игру, достойную будущей лауреатки премии «Оскар». От этого вновь возникает вопрос. Почему ты согласилась на эту хрень? Будут потом дети спрашивать: «Мама, почему ты снялась в таком провальном фильме?» Что мы им скажем? Так, ладно, это наш личный серьезный разговор, а продолжаем просмотр. Клара начинает идти по собственной путеводной нити, сталкиваясь с очередным референсом в сторону Чайковского в виде легендарной композиции «Танца феи Драже», а также со своим братом, который отсылает нас к сюжету классической сказки Гофмана. Если кто не помнит, по сюжету сказки девочка Мари получает в подарок щелкунчика и ввиду своего одиночества загадывает, чтобы он ожил. По итогу он оживает, но девочка уменьшается до размера игрушки. Вместе с щелкунчиком она начинает войну с мышиным королем,
побеждает его, после чего возвращается к своему прежнему облику, что чудесным образом происходит и с Щелкунчиком. Далее Мари и Щелкунчик живут в соседних домах и, по мнению многих, женятся и заводят семью. Какое отношение данная история имеет к той сказке, пока не ясно, но мы еще к этому вернемся. Путеводная нить приводит Клару в пустынный коридор, но это ее не останавливает. Сколько сюжетов было придумано, когда человека похищали или насиловали в подобных ситуациях, но с главной героиней этого не случится. Вместо этого она найдет дверь, которая выведет ее в ствол гигантского дерева, который выведет ее в зимний лес. Что? Где? Это настолько шаблонный отыгрыш удивления, что на этом моменте во время просмотра в кинотеатре я чуть не нанес себе черепно-мозговую травму своим фейспалмом. Удивление — это довольно редкое явление в нашем современном мире, где практически любая вещь, окружающая нас, основана на том или ином избитом шаблоне. Ввиду этого, прописать искреннее удивление — это настоящее искусство. На заметку сценаристам этого фильма. Когда человек удивляется, он теряет дар речи и смотрит кругом неверящими глазами. Они спрашивают у пустоты: «Что? Где?» Однако путеводная нить на этом не заканчивается. Клара продолжает идти вдоль нее, судя по всему, незаметно выпив зелье сопротивления морозу, и выходит на поляну с елью, украшенной золотыми светодиодными гирляндами. В глубине ели девушка находит подвешенный ключ, судя по всему, открывающий яйцо, подаренное матерью. Умно, крестный. Умно. И вместо того, чтобы взять ключ, героиня, словно получив слоумо головного мозга, долго тянется к нему рукой. Если бы она была чуть побыстрее, мышонок остался бы ни с чем. Но тогда бы фильм попросту не случился. Может быть, оно было бы и к лучшему. Ведь дальше события набирают ход. Героиня устремляется в погоню за мышонком, который удирает от нее через весь лес вплоть до реки, где по тонкому льду перебирается на другой берег. Здесь можно заметить два косяка. Во-первых, герой каким-то образом успевает вернуться в начало локации, причем следуя в направлении от него. Во-вторых, в нашем дубляже погоня проходит под комментарий маленькой 5-летней девочки в исполнении 33-летней актрисы, тогда как в оригинале... It's mine. Oh, my key. Bring back my key. Filthy mouse. Голос выражает более искреннее возмущение, что только добавляет плюсик в карму Маккензи Фой. И еще раз доказывает, что русский дубляж сотворил какую-то хрень. Понимая безвыходность своей ситуации, героиня бежит вдоль берега к мосту, у которого находит... Щелкунчика! Солдатик Щелкунчик. Похож! Похож! Ха-ха! Да я знаю, что похож! А вы что, не знали? Не только Гермиона была черной, вы что? Еще и Щелкунчик был черный! Посмотрите сами, здесь же черным по белому написано, что Щелкунчик черный! Ну да хрен с ним, с цветом кожи. Меня больше настораживает то, что у него губы с золотой помадой подведены. Нахрена? Ты не понимаешь, на самом деле он бисексуал. Поэтому он выглядит мужественно, но при этом подводит свои губы с золотой помадой.
Окей, но нос он нахрена покрасил? В смысле нахрена мороз на улице? Правда? По главной героине незаметно. И возможно, для некоторых это будет открытием, но явная телесная пигментация от внешних факторов наблюдается только у людей со светлым цветом кожи. Ввиду малой концентрации меланина, а значит светлого оттенка кожи, кровеносные сосуды при расширении и сужении просвечивают сквозь кожную ткань, отчего покраснения с бледностью и становятся заметными. У людей же с высокой концентрацией меланина, а значит темным оттенком кожи, кровеносные сосуды не просвечивают, а потому по человеку с темной кожей крайне затруднительно определить волнение или страх с помощью аналитики состояния кожного покрова. Именно по этой причине повсеместную актуальность в странах с большой долей темнокожего населения приобрел полиграф, который фиксирует состояние человека посредством анализа его дыхания и сердцебиения. И именно по этой причине распространение получили методики профайлинга, когда честность человека определяет по подсознательным реакциям на внешние раздражители, таким как движение глаз, дыхание, жесты и поза. Таким образом, появление в фильме чернокожего, чьи нос и щеки окрашены в красный для визуализации мороза, более оскорбительный и расистский поступок, чем замена чернокожего белокожим актером. Например, мной. Я бы отлично исполнил роль напарника главной героини. С чего я взял, что этот щелкунчик напарник Клары? Камон, ребята, это ж Дисней. Дисней. И по всем канонам Мышиной Империи, Клара, как и всяческая диснеевская принцесса, завороженно прикасается к заиндевевшему парню. Легкого прикосновения к щеке оказывается достаточно, чтобы парень стригерил и... Кто идет? Всего лишь я. Куда направляетесь, всего лишь я? Нет, меня зовут Клара. И мне надо пересечь мост. Никому нет входа в Четвертое Королевство без прямого приказа регентов. Четвертое королевство? Где это я? В лесу Рождественской ели, за рекой Четвертое Королевство, которое объявило войну остальным трем. Войну? Да, мисс Клара всего лишь я. Нет, меня зовут не Клара всего лишь я, а Штальбаум. Клара Штальбаум. Штальбаум? Родственница Мари Штальбаум? Это моя мама. Простите, ваше высочество, я не признал вас, принцесса Клара. Ну вот, что и требовалось доказать. Дисней создает очередную диснеевскую принцессу, но на сей раз сразу в киновоплощении, а не в мультяшной анимации. Мы узнаем, что парня, которого играет вообще никому неизвестный Джейден Фоворонайт, о чем я говорю, на Кинопоиске даже не знают дату его рождения, впрочем, как и на IMDb. Щелкунчика зовут Капитан Филипп Гофман, и он не хочет пускать Клару на другой берег, где располагается Четвертое Королевство. Однако Клара умудряется убедить чувака пропустить ее, и в этой сцене мы вновь можем видеть отличную игру, которую выдает Маккензи Фой. Здесь есть и неловкость, и волнение, и разочарование. От этого вновь возникает вопрос. Нахрена ты снялась в этой параше? Ты могла бы приехать. Мы бы вместе протолкнули сценарий Министерства культуры. Замутили бы свой собственный сериал, а ты получила бы роль шикарной харизматичной злодейки с очень богатой предысторией. Но нет! Нет! Ты снялась в этом... Так, ладно. Что там дальше? Герои вместе отправляются в Четвертое Королевство, и мы можем увидеть, как Клара клеится к Щелкунчику. Скорее всего, это должен был быть разговор из разряда «Ну чё, парень, как ты тут живешь? Как твои дела? Ага, понятно, классно». Однако сценарий написан с ярким уклоном в сторону более взрослых отношений, и впоследствии вы сможете в этом убедиться. А пока... Капитан, ты здесь по своей воле? Конечно, я единственный щелкунчик в королевстве. Тебе не одиноко? Одиноко? Нет, я знаю свое место. Меня устраивает. Вот и я. Хочу знать свое. Но вы дочь нашей королевы. Наверняка вы знаете свое место. Боюсь, что нет. Поэтому ищу тот ключ. Значит, мы его найдем. Стой! Вот же он! Мышольд! Это дьявольский грызун!
Начинается очередная погоня за мышонком, в ходе которой 33-летняя тетка откровенно палится во время экспрессивной сцены. Живо! Верни мне мой ключ! Ты несносный гадкий мышонок! Это мне его подарили! Вылезай оттуда! Кому говорю? А затем мы видим, как Клару похищает... Дерьмодемон! Нет, это так в представлении Диснея выглядит... Мышиный король. Околе-доколе. А фантазия-то бесконечная. Герои избегают от мышиного короля, который здесь выступает в виде рядового моба, как я понимаю, и сталкиваются с боссом локации в виде гигантской передвижной статуи рыжей тетки. Что это было? Это матушка Имбирь. И она не любит непрошенных гостей. Причем, на удивление, эта самая матушка знает Клару лично, потому что кликает ее по полному имени и сообщает, что у нее есть необходимый Кларе ключ. Однако герои решают валить от гигантской статуи и приезжают в собор Василия Блаженного. Нам нужно во дворец. Всем туда нужно, дорогуша. Но следует соблюсти ритуал. Протокол. Капитан Филипп Гофман, приказываю пропустить. Он нам приказывает. Приказывает? Капитан Гофман из тех самых Гофманов. Ну, если бы мы знали заранее, расстелили бы красный ковер, пригласили бы трубачей. Капитан Гофман изволил прибыть. Раскройте глаза, это же принцесса. Кругом одни принцессы. И всем принца подавай. Я бы запретил отцам баловать своих дочерей. Вам что-нибудь говорит ее имя? Клара Штальбаум, дочка Мари Штальбаум. Пара дежурных вопросов, ваше высочество, и путь свободен. Это же дикость. Вы вступали в контакты с мышеподобными сущностями? Я была в 4-м... Благодарю. У вас есть с собой сыр или сырные продукты? Благодарю. Опишите ваше отношение к семейству грызунов в целом. Ну, я... Благодарю за исчерпывающие ответы. Все заполнено. У тебя чернила кончились. Прошу, проезжайте. Караул! Открыть ворота! Когда-то в одной очень старой франшизе под названием «Пираты Карибского моря» были персонажи Пинтель и Рагетти. Это был комичный дуэт, ответственный за юмор на протяжении франшизы вплоть до 3-го фильма включительно. Если вы не знаете, «Щелкунчик и 4 королевства» должен был стать началом новой франшизы, в которой за юмор были бы ответственны эти два солдата. Но фильм провалился в прокате, и эти двое будут насиловать нам мозг только на протяжении этого фильма. Спасибо и на том, Дисней. Да. Так или иначе, преодолев пост из 2 дебилов, герои проходят таки внутрь собора Василия Блаженного, где люди, наряженные в довольно-таки неплохие костюмы, уже знают, что к ним приехала принцесса. Заметив портрет матери на стене, героиня с капитаном проходят в своеобразный тронный зал. И как бы вам сказать... Вы наверняка заметили, что я практически на каждой сцене делаю долгую паузу и даю развернутые комментарии. Я это делал по той простой причине, что до этого момента события казались мне хоть сколько-то натуральными и логичными. Теперь же маразм покрепчал. Ведь в дело вступает сюжет! Я уже не надеялась. Говори, мы ждем новостей. Как королева? Наша Мари? Моя мама? Мы чахнем без нее. Вы не знаете? Моя мама, она умерла. Мари? Умерла? Сочувствуем вашему горю. Покинуть мир столь молодой. Она была самой прекрасной, чудесной. Она была всем для нас. Всем. Это трон вашей мамы, принцесса. Ты пришла спасти нас, Клара? Нет. Извините, я и не подозревала о существовании вашего мира.
Я искала рождественский подарок от крестного. Обожаю Рождество. А что это? Да, а потом гналась за несносным мышонком. Мыши. И встретила капитана. Мы едва ушли от матушки Имбирь и мышиного короля. О, ты встретила матушку Имбирь. О, милая Клара, ты чудом ушла живой. Пообещайте, что больше ни ногой в королевство развлечений. Боярышник! Это название мы давно повелели отменить. Разумеется. Я про 4-е королевство. Извините. Я бесконечно расстроен. Забудьте, что я упомянул королевство. Вам повезло, что вы остались живы. Из 4-го королевства никто не возвращается. Боярышник прав. Мы не можем потерять принцессу, которая только прибыла. Да, кстати, о прибытии. Мы должны устроить прием, чтобы его отпраздновать. И тур по королевствам. Ой, это так чудесно! Я обожаю представление! То есть вы понимаете, насколько в этом фильме рваное повествование. Они узнают, что их королева умерла, сочувствуют героине, зачем-то показывают ей трон, затем говорят про спасение мира, а потом загоняют муть про грёбаный тур по королевствам. Складывается ощущение, что сценарий состоял из разрозненных сюжетных кусков, которые потом пытались склеить с такими вот нелепыми сюжетными переходами. Для современного русского кино это еще ладно. Но мы смотрим диснеевский голливудский блокбастер за 120 миллионов долларов, черт вас возьми! Героиня нагло пользуется тем, что Щелкунчик исполняет все ее приказы и требует его не выполнять свои обязанности, а сопровождать ее по ходу сюжетной линии. Затем Клара отправляется с сахарной сливой, каноничное имя которой в русском переводе Фея Драже, по коридорам собора Василия Блаженного и получает немного экспозиции в качестве закуски к происходящему бреду. А потом ее пришлось изгнать. Почему же пришлось изгнать? У нас не было выбора, Клара. Она хотела силой оружия завоевать наше королевство. Когда мы раскрыли ее коварные цели, даже подданные отвернулись от нее. И ее королевство пришло в упадок. Как это трагично. Трагик. Покончив с экспозицией, сахарная слива показывает Кларе убогий хромакей, который даже в IMAX 3D выглядел убого, не говоря уж об обычном 2D качестве. Но это невозможно. Разве? Не шевелись. Наш бал. Все движется так медленно. А как это возможно? Твой мир гораздо медленнее нашего. Фриц и Луиза. Вот, видишь? А это мой отец. Он словно потерян. Из королевств все выглядит по-другому. Выясняется, что в 4 королевствах действует временное искажение, и то, что происходит в сказочном мире за час, в реальном занимает от силы минуту. Таким образом, если в сказочном мире будут ждать Half-Life 3, им не придется валить на планету Миллер, им будет достаточно переместиться в реальный мир. А теперь, следуя заветам КД Крэп, я должен упомянуть, что Клару играет Маккензи Фой, которая играла Мёрфи в Интерстелларе. А значит, Интерстеллар и Щелкунчик — одна вселенная. Самая тупорылая логика. Показав Кларе искажение времени, ей все-таки решают дать нормальную экспозицию. Но это же диснеевский блокбастер. А значит, экспозиция должна быть оформлена в виде балета. И это классное оригинальное решение. Здесь создателей действительно можно похвалить. В ходе балета проходит и мимолетный тур по королевствам, в течение которых демонстрируются красоты королевств сладостей, цветов и снежинок. Матушка Имбирь начала эту войну.
Надеюсь, ты сумеешь ее завершить. У нас есть заявка на МакГаффин в виде ключа. У нас есть заявка на великую избранность в лице злодея, которого необходимо победить, чтобы спасти мир. Это не сюжет, а какая-то сборная солянка, ей-богу. Между тем, нам наконец-то рассказывают, как именно сказочный мир появился на свет. Оказывается, Мари Штальбаум разработала мудреный инструмент, способный дарить жизнь игрушкам. Ключ от него, как и от яйца матери, подаренного Кларе, украл мышонок и утащил Четвертое Королевство. Таким образом, у героев появляется мотивация отправиться на войну, чтобы забрать ключ, дабы воспользоваться мудреным устройством и создать огромную армию. На таймлайне 43-я минута, у героев только-только появилась мотивация что-либо делать. Причем расклад не шуточный, если не начать действовать сейчас, то матушка Имбирь придет и уничтожит все остальные королевства к херам. Надо как можно скорее приступать к делу. Но у фильма другое мнение, он решает вставить личную драму героини. И не сказать, что кадры с лежащей в кровати Маккензи мне не нравятся, скорее наоборот, в кинотеатре я даже на некоторое время почувствовал себя неловко. Однако, нагнав хоть какой-то сюжетной напряженности, зачем вставлять долгий и унылый флешбэк? Ты нашла его? Твоя любимая игрушка? Какое Рождество без Щелкунчика? Я нашла его у Дроссельмейера. Он напоминает мне о королевстве, которое я открыла в детстве. Полном сладостей, цветов и забавных человечков. Как замечательно. Так и есть. Может, и ты туда попадешь? Может, ты меня отведешь? Тебе плохо, мама? Все хорошо. Я бы рада взять тебя туда, дорогая. Но некоторые дороги нужно пройти самой. Клара, я знаю, тебе хочется быть похожей на сестру. Но я тебя люблю за то, что ты ни на кого не похожа. Ты видишь все в особенном свете. Когда ты осознаешь свою силу, ты сумеешь изменить мир, моя радость. А я буду наблюдать за тобой. На самом деле, это вызвано тем, что фильм снимали два режиссера, специализирующихся на совершенно разных жанрах. Лассе Хальстер – мастер драматического жанра, и большая часть сцен, где Клара тоскует по матери, снята именно под его началом. Джо Джонстон, в свою очередь, режиссер остросюжетных приключенческих фильмов, а потому все моменты, где сюжет набирает хоть какие-то обороты, его рук дело. Таким образом, Щелкунчик и Четыре Королевства – это чудовище Франкенштейна от мира кинематографа, что, однако, никак не оправдывает низкое качество картины. Я не знаю, сумею ли вернуть ключ. Если не сумею, весь этот мир, что ты открыла, жаль, тебя нет. И некому сказать мне, что я все делаю верно. Я есть. И я говорю, ты не на верном пути. Я понимаю, ты поклонница работ корпорации Дисней, ты любишь фильмы Марвел, ты регулярно катаешься в Диснейленд. Но черт побери, нахрена ты снялась в этой Да! Довольно сексуально пострадав, Клара облачается в боевой наряд, чтобы отправиться в Четвертое Королевство. Ее провожает в путь сахарная слива, после чего мы вновь видим двух идиотов, ответственных за юмор. Ваше прелестное высочество. Не жеманничай. Давай к делу. Ваше высочество, мы Короче, мы добровольцы. Да, так. Вы! А что такого? Мы ястребы войны. Хищники. Проблема здешнего юмора в том, что он не вызывал улыбки даже у целевой аудитории. Когда я смотрел фильм, в зале было полно детей от 4 до 8 лет.
и никто из них даже не улыбнулся. Более того, некоторые из них уже к этому моменту спрашивали у своих родителей, скоро ли закончится фильм. Наконец, отряд солдат, как и сюжет фильма, двигается вперед. Уже через пару мгновений герои оказываются в нужном месте, однако солдаты слишком боятся идти дальше. И тут надо вспомнить, что фильм сделан корпорацией Disney, а значит самое время вставить фрагмент с сильной и независимой женщиной. Что там впереди? Почему стоим? Подумаешь, это всего лишь туман! Продемонстрировав свою смелость, Клара вдохновляет солдат на то, чтобы те следовали за ней. Нам нагнетают атмосферу псевдоужаса, как вдруг происходит... Скример! О, крик Вильгельма! Это мыши! Они под нами! Держись! Клара! Пусти меня! Клара! Где ты? Клара попадает внутрь гигантской статуи матушки Имбирь и, преодолев наркоманский бред шизофреника... Присаживайтесь! Встречается непосредственно с матушкой Имбирь в исполнении Хелен Миррен. Та настроена по отношению к героине очень даже положительно, и можно заметить, что она огорчается новостью о смерти матери Клары. Однако разговор прерывает капитан Гофман, героиня успевает выхватить ключ, после чего наша пара сбегает от матушки прочь. Наконец-то у главной героини появляется возможность узнать, что же спрятано в материнском яйце. Дрожащей рукой Клара поворачивает ключ, и оказывается... Не может быть. Нет. Это лишь музыкальная шкатулка. Но моя мама сказала мне все, что нужно внутри. А ничего нет. Нет, дорогая, твоя мама очень умный человек. Такой слив МакГаффина еще тот косяк сценаристов, следовательно, фильм так или иначе сделали бы обзор. Более того, из-за того, что ты здесь в главной роли, обзор на фильм мог сделать я. Так в итоге и случилось. Благодаря этой шкатулке появился хреновый фильм, а затем и мой обзор, а значит и я. Все, что тебе надо в этой шкатулке, то есть во мне. Если бы все в жизни было так просто. Филипп Гофман оказывается далеко не глупым человеком и, видя, что девушка в разбитом состоянии, начинает с ней флиртовать. Я не оставлял свой пост никогда. Я знал свое место и был доволен. Но узнав, что ты идешь в 4-е королевство, я решил пойти с тобой. И не от того, что ты дочка Мари. Просто у тебя ее взгляд. Та же уверенность и решительность. Сейчас я не очень-то уверена. Ты провела взвод солдат
в Четвертое Королевство и отобрала ключ у матушки Имбирь. Ты не потерялась, Клара Штальбаум. Ты нашла свое место. Закончив флиртовать, герои возвращаются в собор Василия Блаженного, где их уже ожидает сахарная слива. Получив ключ, она устремляется в подземелье и запускает тот самый механизм, позволяющий оживлять игрушки. Запустив его, она собирается использовать в качестве материала для оживления оловянных солдатиков. По словам Гофмана, чувствующего неладное, этого лучше не делать, так как их поведение непредсказуемо. Однако сахарная слива непреклонна. Приготовились? Марш! Здравствуйте, мальчики. Какие огромные! О да, и это великолепно. Солдаты! Стройся! К бою! Идем на Четвертое Королевство! На Четвертое Королевство? Я думала, мы защищаемся. Нападение — это лучшая защита, моя дорогая. Моя мама не хотела бы этого. А мне все равно, чего она хотела. Ее тут нет. Я приказываю остановиться. Ты? Мне приказываешь? Ух ты, ух ты, ух ты. Решила поиграть в королеву? Поздно. Ты должна была добыть ключ, но теперь он у меня, и ты мне без надобности. Взять их! Руки прочь от нее! О, они не станут тебя слушать. Это я подарила им жизнь, они слушают лишь меня. Предатель! Оказывается, что все это время сахарная слива пудрила окружающим мозги, планируя захватить власть в 4 королевствах. Вот это поворот! Оказывается, что механизм, созданный Мари Штальбаум, работает в обе стороны, и всех оживших игрушек можно лишить жизни. Вот это поворот! По итогу Клару и Щелкунчика сажают в темницу, откуда открывается шикарный вид на окружающие земли. Еще через некоторое время к ним подсаживают регентов королевств цветов и снежинок. Клара чувствует свою вину из-за своей доверчивости, но регенты и Гофман пытаются ее в этом переубедить. Тем временем происходит следующее. Образцовая армия. Наша цель — дисциплина, порядок, контроль. Мальчики в форме с оружием. Как это все будоражит меня. Будоражит. Детский фильм. Рейтинг 6+. Кира Найтли шутит про то, что ее возбуждают мальчики в форме с оружием. Шутки, сука, про ролевые сексуальные игры. В диснеевском фильме. В детском диснеевском фильме. Бля! Я до сих пор помню, как родители маленьких детей покраснели в этот момент в кинотеатре. Дисней, что это за херня? Некоторые скажут: о, это должно быть была импровизация Киры Найтли. Нет, ребята, это не была импровизация. Это, мать его, сценарий. Сценарий детского диснеевского фильма. Будь Маккензи Фой на момент съемок 18 лет, они бы еще и сексуальную сцену вставили, а-ля нимфоманка Ларса фон Триера. А почему нет? Надо же хотя бы однажды показать, как именно герои потом живут долго и счастливо. В это время Клара не тупит, а совершает попытку бегства. Ее план побега опирается на законы физики. А они всегда работают? Всегда. Насколько я знаю. Браво! 68-я минута фильма. Наконец-то прозвучала годная шутка. Да! Побег удается, и герои начинают искать способ пробраться в зал с механизмом. Найдя союзника в лице мышонка, они выбираются наружу, где происходит нелепая сцена разъединения героев. По всей логике, в такой момент герои целуются на прощание, но этого не происходит. И хотя это косяк, этому я очень сильно рад.
Иначе степень моего гнева расплавила бы кинотеатр нахрен. Ах, Ревна, что ты со мной делаешь? Щелкунчик отправляется предупреждать матушку Имбирь, тогда как Клара совершает головокружительные трюки на большой высоте, пытаясь пробраться в зал с механизмом. Уже в следующей сцене Гофман добирается до рыжей тетки. Нам надо дать ей бой на наших условиях. Пока Клара страдает непонятной херней в зале с механизмом, вот-вот начнется адовый замес. Армии оловянных солдатиков неумолимо идут в сторону Четвертого Королевства. На его страже стоят матрешки-наркоманы и гигантская ходячая статуя матушки Имбирь. И вот начинается сражение. Да, мало того, что эта боевая сцена абсолютно убогая, так к тому же и саундтрек под это дело абсолютно не подходит. А ведь композитором был Джеймс Ньютон Ховард. Это, на минуточку, чувак, который вместе с Хансом Циммером музыку к Темному рыцарю писал. Кстати, раз уж этот ролик все равно заклеймят за авторские права, почему бы не сделать эксперимент? Вот это другое дело. Сделали бы так с самого начала. В то же самое время Клара пытается остановить механизм, который работает за счет гигантских водяных мельниц, однако глупо палится. И пока на улице происходит игрушечная возня, девушка демонстрирует свои непревзойденные боевые навыки. Игрушечная возня подходит к своему завершению, и выясняется, что матушки Имбирь нет внутри ее статуи, и ею управлял Щелкунчик. На него начинается погоня, а сама матушка приезжает в одном из клонов в зал с механизмом, где начинается финальный замес. Щелкунчик сражается с оловянными солдатами при поддержке Мышиного Короля. Матушка Имбирь сражается с оловянными солдатами при поддержке Кнута. Клара пытается сделать какую-то хрень с механизмом при поддержке интеллекта, как вдруг... Матушка Имбирь, наконец-то ты решила броситься к нам в объятия! Тебе непременно надо было вмешаться, не так ли? Я уже остановила тебя однажды. Ты лишь отсрочила неизбежное. А принцесса? Куда она делась? Она дома. Ты не сумеешь до нее дотянуться. Так и я королева на троне. А ты скоро станешь картонкой. Мы окончательно убеждаемся в том, что сахарная слива безумна, как вдруг Клара что-то переключает в механизме и триггерит драматическую сцену. Остановись! Моя мама любила тебя, хранила тебя в своем сердце. Ты должна лучше всех понимать это, Клара. Она бросила и тебя тоже. Нет. Мама подарила мне все, что нужно. Я не одинока. Сахарная слива, мы не одиноки. Ты права. У меня есть могучая армия, и она защитит меня. Никто меня не обидит больше. Я понимаю твой гнев. Но еще не поздно все исправить. Сахарная слива, послушай! Не этого Мари хотела для нас! Для нас? Истинная королева живет для себя самой! Нет, истинная
Истинная королева живет для своих подданных. И ты верно подметила. Я очень, очень похожа на свою маму. Клара! Что ты наделала? С помощью машины Клара вызывает бога из машины, что создает в сюжете ситуацию, известную как бог из машины. Если это тоже юмор, то он настолько тонкий, что способен порвать сингулярность. Это шутка, шутка! Как бы то ни было, сахарная слива превращена в игрушку, а в сказочном мире установился мир и порядок. Клару наряжают в свадебное платье, мы видим, как она выходит на балкон к публике, но саму публику не видим. И вот герои уже приходят в лес, и наступает минута прощания. Простите. Возвращайся к нам как-нибудь. Непременно вернусь. А может, ты заглянешь в мой мир? Я представлю тебя родным. Они как ты? Мы все немного разные. Я буду скучать. И я по тебе. Но если мы скучаем, значит помним. Правда? Однажды ты этому улыбнешься. Я обещаю. Всего доброго. Всего доброго. Помню, как многие фанатки Маккензи возмущались в Инстаграме, что мы ждали поцелуя, но так и не дождались. Опять же, спасибо вам за то, что уберегли кинотеатр от воспламенения моей задницы. Глубоко вам за это признателен. Но фильм говно. Клара возвращается обратно в реальный мир, где ее уже ждет Морган Фриман, и с ним происходит довольно интересный диалог. Спасибо. Замочек открыт. Непростая задачка выдалась. Не без труда, но открыла. Не сомневался. Клара, твоя мама самый талантливый изобретатель на всем свете. И она без заминки ответила, когда я спросил о ее величайшем творении. Это ты. Потом Клара идет на улицу, драматично говорит с отцом, после чего исполняет его просьбу потанцевать. Отец и дочь танцуют под вальс Чайковского, и фильм заканчивается. Да. Клара, твоя мама самый талантливый изобретатель на всем свете. И она без заминки ответила, когда я спросил о ее величайшем творении. Это ты. Стоп. То есть, вы хотите сказать, что... Охренеть. Будучи юной изобретательницей, Мари Штальбаум конструирует целый фантастический мир где-то в застенье поместья Дроссельмейера. Она создает механизм, который позволяет превращать игрушки в живых существ. Пробыв в сказочной стране некоторое время в качестве королевы и фактической богини, она покидает государство, однако покидает его не одна. Мы знаем, что по канону Мари Штальбаум очень сильно сдружилась с Щелкунчиком, и более того, благодаря Дроссельмейеру он стал реальным человеком. Мари Щелкунчик, являющийся принцем сказочного королевства,
королевства любили друг друга, и их любовь сохранилась и в реальном мире. Таким образом, отец Клары никто иной, как Щелкунчик, благодаря своему превращению в человека, получивший возможность воспроизводить потомство. Однако Мари Штальбаум попыталась создать нечто большее, создать ребенка, способного расти и развиваться. Таким образом, Мари изобретает Клару, свою дочь, унаследовавшую все лучшие качества своей создательницы. Будучи искусственным человеком, мыслящим так же, как и другие игрушки, она не видит странностей в поведении игрушек в сказочном королевстве, а потому и втягивается в сюжет. Однако этого недостаточно. Клара слишком привязана к своей создательнице, матери, а потому необходимо подарить ей независимость. Именно этому и посвящен сюжет фильма. Все существа, окружающие Клару, запрограммированы на определенные действия. Скрипт проводит искусственного человека по всем стадиям самоосознания, вплоть до самого финала. Яйцо, подаренное матерью, словно символ лабиринта из сериала «Мир Дикого Запада», а ключ, словно фраза «у бурных чувств неистовый конец» оттуда же. Дроссельмейер был посвящен в условия эксперимента, его задачей было проконтролировать его проистечение. Если бы Клара так и не смогла достать ключ и разгадать значение шкатулки, то эксперимент считался бы провалившимся, и скрипты бы привели к уничтожению всего сказочного мира, как и самой Клары, так как сахарная слива всех превратила бы в фарфоровых игрушек. Однако Клара смогла осознать саму себя, она смогла запустить скрипт, нейтрализующий скрипты сахарной сливы, и в итоге вернуться обратно в реальный мир. Отец, являющийся Щелкунчиком из детства Мари, тоже об этом знал, и в финале он беспокоился не из-за того, что виноват перед Кларой, а из-за того, что ему будет сложно объяснить исчезновение, казалось бы, живого человека своим детям. Но все обошлось. Эксперимент прошел успешно. Лучшее изобретение Мари Штальбаум, искусственная девочка, смогла пройти обряд самоосознания, символично родив из яйца собственную личность. Фух, ну это авторы, конечно, накрутили, да. Но знаете, в чем проблема? Проблема в том, что я очень талантливый фантазер, и взяв за основу несколько сюжетных фактов, смог придумать более интересный и насыщенный сюжет. Согласитесь, такой фильм было бы интереснее смотреть, чем эту унылую парашу. «Щелкунчик и 4 королевства» — это фильм, на котором я страдал. Фильм, у которого был потенциал в виде шикарных актеров и очень интересного сеттинга. Но из-за того, что сценарий писала Эшли Пауэлл, у которой данный сценарий был дебютным, получилось невероятное дерьмо. Вот бы и мои дебютные сценарии сразу экранизировались в Голливуде за бешеные деньги, жизнь бы стала гораздо лучше и гораздо раньше. Маккензи, если ты это каким-то удивительным образом смотришь, пожалуйста, не снимайся больше в таких фильмах. Лучше напиши мне. Я хоть и не обладаю голливудским именем и еще даже толком ничего не снял, но по крайней мере я уважаю твой талант. И у меня для тебя заготовлены роли, в которых ты сможешь выложиться на полную катушку. А не такое дерьмо, какое было в этом фильме. Если тебе понравился обзор, то ставь лайк, подписывайся на канал и пиши в комментариях свои впечатления от этого фильма. С тобой же был Олег Буценко. Всего заслуженного. Пока.